Приветствую всех на канале. Сегодня я расскажу вам об одной из самых уютных улиц нашего города – улице Гоголя. Она всего 400 метров длиной, но каждый ее метр пропитан историей. Изящная архитектура собора Успения Пресвятой Девы Марии, фасады старинных городских особняков – здесь атмосфера покоя и умиротворения. Улица Гоголя возникла в начале XIX века, соединила площади Театральную и Мироносецкую, проходит восточнее Сумской и параллельно ей. За свою историю сменила много названий – Шерстобойная, Шаповальская, Кокошкинская, Малосумская. Замощена улица в 1888 году. В 1909 году по предложению училищной и театральной комиссий переименована вначале в Гоголевскую, а затем в улицу Гоголя. Жилой дом номер 1, который сейчас перед вами, построенный в 1916 году, проектировал Борис Гершович. И также здесь находится Харьковский апелляционный суд. По улице Гоголя 2А расположен обычный жилой дом. Дом номер 2 построен архитектором Васильевым для себя в 1818 году. Позднее в доме некоторое время размещалась женская гимназия. Затем в 1840 году архитектор Тон домом владел пастор лютеранской евангелической церкви. Сейчас это жилое реконструированное здание. В самом начале улицы стоял острог, доставлявший много неудобств жителям этого района. Их многочисленные просьбы и жалобы привели к тому, что острог в 1822 году был закрыт, а в 1827 году вообще снесен. Смирительный дом при этом, находящийся рядом с острогом, переведен на улицу Конторскую в 1813 году. Бывший участок смирительного дома был выделен для строительства кирхи. В мае 1827 года заложили первый камень, а спустя 3 года построенную церковь во имя Вознесения Господнего торжественно открыли. Правда, просуществовать кирхе довелось недолго. Ее разрушили в 1950-е годы. Дом номер 7 – бывшая третья мужская гимназия, построенная в 1864 году архитектором Гиншем. До 1972 года в этом здании работала 29-я средняя школа. Затем здесь размещался филологический факультет Харьковского университета. Ныне это офисное здание. А это бывший особняк Уткина. Архитектор Бабкин, 1908 год. Несмотря на свои скромные относительно соседей размеры и этажность, гармонично вписывается в общий фон благодаря изящному декору его центрального фасада в стиле барокко. Гостиница Чичиков.
и рядом тыльная сторона реконструированного здания Харьковского академического русского драматического театра имени Пушкина. В 1913 году архитектор Борис Корниенко построил для Уткиных на улице Гоголя пятиэтажный дом. Но в 1917 году грянула революция, и семье Уткиных пришлось покинуть и доходный дом, и личный особняк, так и не получив достойного вознаграждения с постройки. Полюбуйтесь этим домом. Разнообразие использованных Борисом Корниенко форм архитектурного декора создают свой неповторимый, запоминающийся, изысканный облик, на что, видимо, и был расчет ввиду планирования использования его в коммерческих целях. Теперь дом сдается под аренду офисов. Дом на углу с улицы Скрипника под номером 13 построен в 1875 году архитектором Томпсоном. Сейчас в нем работает отделение Укрпочты. А мы приближаемся, пожалуй, к самой интересной достопримечательности по улице Гоголя, расположенной под номером 4. Это католический храм Успения Пресвятой Богородицы. Абсолютный шедевр, основанный в 1880-х годах, а точнее строительство началось в 1887 году. Католиков в городе было достаточно. Как следствие, для них решили возвести новый храм. Он был освящен епископом Франциском Симоном уже в 1892 году во имя Успения Святой Богородицы. В самом верху костел украшает заостренный шпиль, расположенный на высокой колокольне. Интересной деталью является круглое небольшое окно чуть ниже. Так случилось, что в 1938 году место спасения для католиков закрыли. Он был передан в полное владение государству, а дальнейшая его судьба оказалась удивительно интересной. Тут образовалось место для кино-видеопроката. 1950 год в лице областного управления. Прошли годы, и в 1990-х годах храм вновь открыл свои двери для католических прихожан. Рядом с католическим костелом находится красивый дом, а все это является одним целым комплексом.
Прямо с улицы Гоголя можно попасть к Мироносецкой церкви. Друзья, наша видеопрогулка по улице Гоголя сегодня завершена. Я благодарю вас за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. До новых встреч!